Всем привет, мои козероги. Я перед тем, как с вами побеседовать, я начну с чашечки кофе. Это, кстати, я была сегодня на пробежке, но просто обалденные деревья. Я обязательно вернусь и сниму для вас, и в самом конце их покажу. Потому что вы, козероги, очень любите природу, вы можете взять чашечку кофе, там с молочком, со сливками, сидеть и наслаждаться. Для вас вот это вот видение глазами, наслаждение, ну, очень-очень важно. Да, кстати, у меня есть телеграм-канал, в нем каждое утро я выкладываю карту дня. Если вам будет интересно, воспользуйтесь моим советом. Нет, понятно, нет, но пока вы спите, я работаю. И вот в 6 утра вы глазки открываете, ну или там кто в 12, козероги такие бывает, трудятся, а потом, то есть вы можете вставать в 6, в 5, но вот вы все равно выберете тот день, какой-нибудь там выходной, и вы будете дрыхнуть и валяться целый день. Кстати, кофе вы пьете со сливками или с молоком? Я всегда пью со сливками. Вот такие сливки, кстати, рекомендую, очень классные, очень вкусные, они уже немножко такие с сахарочком. Кто любит сладкое, тому понравится. Кто, конечно, не добавляет сахар в кофе, не рекомендую. Да, кстати, ссылочка внизу на телеграм-канал, вы там ее можете увидеть. И мы не только говорим о карте дня, мы еще с вами ведем беседы по поводу ваших любовных тайн, какие подарочки желательно вам подарить, что бы вам понравилось. Но это не для вас, а для ваших там любимых людей. Они тоже могут заглянуть. Вот удачненько я зашел. Я знаю, что понравится там моему овну, например. Еще мы с вами разговариваем о цветах одежды. Мы будем говорить, если мы на часах с вами видим одинаковые цифры и потом встречаем это глазами в течение дня, там, на микроволновке, на плите, часы, телефон. Мы поговорим с вами, что это значит в нашей жизни. Я уже разболталась, все-таки сливки наливаю, беру кофе и перемещаемся на улицу. Потому что вы, козероги, сидеть дома не будете. Идемте немножко поговорим. Я жду вас на улице. Козероги. Это практичность и ответственность. Вы люди, которые во всем будете искать логику. Какие-нибудь тайны, недосказанность. Это будет вас просто выбешивать, потому что в вашей голове все четко распланировано на многие годы вперед. Часто козероги рождаются в семьях, где с раннего детства приходится брать на себя ответственность. И уже во второй половине жизни они стараются немножко оградить себя от этого и дать себе возможность все-таки покайфовать от этой жизни. Хотя покайфовать это такое слово, не знаю, ну не для вас, потому что вы трудоголики. Вы вот скажете мне, что ты расселась? Ты что, не знаешь, вообще жизнь такая сложная штука? Ты села, пьешь кофе и о чем-то там бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вдруг я попала все-таки в тот день, когда вы в кровати лежите или там сидите, отдыхаете чашечкой кофе, и вы сможете меня посмотреть. Я забыла сказать, вы, мягко сказано, злопамятный. Вот если вас кто-то обидел или как-то с вами не так поступил, вы будете в голове держать это лет 20. Если вы встретили его там через 20-30 лет, вы скажете, ты помнишь, извините, там жирок, все пытаюсь как-то его скрыть, но не получается. А ты помнишь, ты меня там 20 лет назад обидел или обидела? Так вот, оставайтесь со мной, посмотрите свой август. Вдруг будет такая возможность обойти всех этих обидчиков для того, чтобы в своей головушке просто не держать вот этот вот груз
я не знаю, как вы это делаете, но тем не менее, козероги, вы это делаете, и вы это умеете. Поэтому давайте посмотрим, что там в августе, посмотрим ваши логические цепочки. Да, кстати, рекомендую. Все-таки в жизни существуют и логические цепочки, и нелогические цепочки. Если все-таки вы научитесь немножко понимать, что в жизни жизнь мы принимаем вот такая, какая она есть. С нами со всеми там рыбами, козерогами, скорпионами, овнами. Мы все разные. И один любит какие-то тайны, другой любит четко все последовательно. Поэтому мы должны научиться жить вместе и друг друга воспринимать, понимать, уважать. Поэтому давайте посмотрим наш август, наши козероги, вот такие вот целенаправленные, упертые, практичные, материальные, вместе с тем очень быстрые на подъем, шустрые, динамичные. Ну, давайте заглянем. Вам будет, возможно, интересно. Милые козероги, в августе вам выпали 6 вот таких карт. Это все ваши карты. Это главный вопрос августа, материальный. На какие-либо там гулянки, романы, флирты у вас просто не будет желания и не будет времени. Первое, это был рыцарь Пентаклей, и он сказал, что да, вы знаете свою цель, вы четко и движетесь к ней, вы очень терпеливы, потому что, вот, возможно, у кого-то оно там начнет проигрываться в сентябре, в октябре, но вот эта цель, вы знаете, что вот тогда-то будет так, вот, и вы движетесь к тому, что вы хотите, что вы запланировали. В семейной жизни у одних козерогов будет уважение, понимание и поддержка, другие козероги, вот как-то с этой картой такое разделение. У кого-то это будет груз, вот один тянет, а второй просто пользуется тем, что козерог трудолюбивый, он может, он думает о том, что у него там в кармане, в кошельке, в заначке. Вот кто-то просто лежит на диване и пользуется вами. Следующая была пятерка жезлов. Да, перемены неизбежны, они будут. К сожалению, они пройдут не очень легким путем, потому что потрудиться вам придется. Это карта вызова, карта испытания. А ну-ка, сможете ли вы? Будут соперники, но они будут не деструктивны, а в положительном ключе. То есть вам это нужно, вам нужно доказать, что вы можете, вы это сделаете. Поле боя может быть знакомое вам или чужое, но тем не менее вы будете себя пробовать, вы будете экспериментировать, вы будете достигать цели. В семейной жизни вы начнете немножко тянуть одеяло на себя, это будут небольшие конфликты, но они будут очень прозрачные, потому что вы честны, вы открыты друг к другу. В любом споре, без спора просто невозможно. Без спора вы не найдете какого-то компромисса, не придете к какому-то решению. Поэтому вот вы как никто, козероги. Если есть знаки, которые промолчат, где-то внутри себя там будут переживать, но не будут говорить это открыто и молниеносно. Так вот, вы, козероги, будете это, вы реагируете четко, сразу, вы не оставляете партнеру шанса. Восьмерка пентаклей. Это работа и занятость. Да, кто в августе ищет работу, он ее получит. Еще это курсы, усовершенствование, это подача документов в вузы. Это все, что может вас сделать профессиональнее в вашей сфере. В личной жизни вы находите партнера, который принимает вас со всеми вашими недостатками. Вот это очень важно для вас, потому что вы иногда, вы не показываете это, но вы где-то там сомневаетесь в своей внешности, думаете, вот я уже возраст у меня не тот, или кто-то есть красивее меня. Так нет, вы найдете того партнера, который скажет, ты самая лучшая, ты самая красивая, и он сделает свое дело, потому что вот вам, тем, которые трудятся, вам некогда, но тем не менее вы смотрите на себя в зеркало и думаете,
ладно, буду я продолжать трудиться, потому что, в общем-то, как бы личная жизнь, наверное, это не для меня. Нет, ребят, личная жизнь для вас, и в августе будет тот человек, который скажет: ты у меня самая лучшая. Две последующие карты пришли почти равнозначные. Одна сказала о том, что просит вас соблюдать границы между допустимым, возможным, полезным, указала на ваши черты характера, на силу воли, на хватку, на целеустремленность. И следующая карта сказала, что, ребят, немножко терпения, то есть все у вас получится. Вы знаете, чего вы хотите, но очень важно просчитать, проанализировать, сделать полный пошаговый план, что вы будете делать, когда вы будете делать, выгодно вам или невыгодно. Поэтому, ну, вот карта за картой говорит, что козероги, да, одинокие встретят, кто в семье все-таки в конфликтах каких-то мягких и прозрачных разберется, что у него, и найдет компромисс. Но цель поступить, усовершенствоваться, найти место работы, испытать себя, доказать себе. И сейчас хочу посмотреть с вами последнюю карту. Я ее уже видела на рассвете. Сейчас я расскажу вам. Вот заключительная карта месяца, а ну-ка, вдруг у вас там бабах, и что-то изменится, и вы переключитесь на что-то другое. Или же все-таки август месяц говорит о том, что вы целенаправлены, вы знаете, чего вы хотите, куда вы движетесь. И заключительно это была карта выбора. Вы стоите как никогда на пути решения, чем вы будете заниматься, куда вы поступите, останетесь ли вы в этой стране или вернетесь домой. Вот август для вас очень решающий месяц, потому что очень многое зависит. Если я решу остаться, соглашусь на эту работу, значит, я какое-то определенное время должна буду быть здесь, привязана к месту. Для вас это очень важный вопрос. И еще она сказала о том, что снимайте розовые очки. Давно уже за вас судьбой все предначертано. И у вас, в общем-то, как бы по большому счету-то и нет выбора. Я когда-то спорила с одним человеком, он мне доказывал, что да, выбора нет. А я была на противоположной стороне и говорила, что нет, выбор есть всегда и у каждого человека. Вот я могу так, а могу и иначе. И что он мне сказал, какие привел доводы. Вот, например, сегодня у меня есть вопрос, или какой-то вопрос работы, или куда мне пойти, или, ну, неважно, что я думаю, как я принимаю решение, что будет интересно мне, как будет выгодно для меня. В первую очередь, я думаю, что это даст лично мне. И вот я приняла решение. Потом, через какое-то определенное время, я считаю, что да, я неправильно поступила, это было ошибочно. Вот он мне и сказал, вот у тебя и нет выбора, потому что в данной ситуации твое решение для тебя было идеальным. То есть ты считала, что вот именно только так тебе нужно поступить, и ты поступила. Пусть потом ты поймешь, что ты совершила ошибку, но это будет уже потом. Ты научишься на определенных своих ошибках, ты поймешь, что вот в следующий раз ты поступишь иначе, но на тот момент у тебя не было выбора. Ты поступила так, как было нужно, интересно и выгодно тебе. Поэтому, дорогие козероги, плодотворного вам августа, принимайте решения. Очень хочется вернуться к вам в середине и посмотреть, туда ли вы поступили, остались ли вы, вот какое решение приняли вы и как это все у вас проигрывается. Мирного неба над головой, мы еще вернемся, посмотрим и поговорим с вами. А пока, ребят, трудитесь, решайте, думайте и обращайтесь, если я буду вам нужна.